Прогресса в переговорах пока что нет, заявляет Тегеран, в то время, когда Дональд Трамп убеждает всех, что контроль в Ормузском проливе полностью за США. Сирия начала использовать порт Татрус по назначению, которым долгое время пользовались российские военные. А в Новороссийске под атаку попал Черноморский флот. Кэролайн Левитт больше не пресс-секретарь Белого дома. По семейным обстоятельствам. Об этом сообщил Дональд Трамп. 13 августа в истории. 65 лет со дня начала строительства Берлинской стены и 100 лет со дня рождения Фиделя Кастро. Европу накрыла лунная тень. Уникальное явление, полное солнечное затмение. В Европе мелеют реки, в Азии города уходят под воду, а на Сицилии из-за извержения вулкана Этна отменили авиарейсы. А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий. Заранее спасибо и начинаем. Иран заявил, что переговоров о продлении временного соглашения с США пока не было. В Тегеране настаивают. Сначала Вашингтон должен вернуться к прежним договоренностям и назвать сроки выполнения своих обязательств. Так иранский источник опроверг сообщение турецкого агентства «Анадолу» о том, что стороны якобы согласовали продление прекращения огня еще на 60 дней. Тем временем в Исламабаде глава МИД Пакистана Исхакдар встретился с послом Ирана. Стороны обсудили ситуацию в регионе и возможное продолжение диалога. Пакистан вместе с Катаром выступает посредником между Тегераном и Вашингтоном. Переговоры могут повлиять и на судоходство через Ормузский пролив, один из главных маршрутов поставок нефти и сжиженного газа. Дональд Трамп заявил, что США установили военный контроль над Ормузским проливом и намерены сохранить его. Он утверждает, что американский флот проводит морскую блокаду, которая лишает Иран возможности влиять на судоходство. США полностью контролируют Ормузский пролив. Думаю, мы его удержим. Нашу морскую блокаду все называют «стальной стеной», и Иран ничего не может с этим поделать. У них нет военно-морского флота, нет военно-воздушных сил, оставшиеся солдаты не получают зарплату. Корпус стражей исламской революции разгромлен и бежит, а положение их руководства, мягко говоря, неопределенное. У них нет денег, их страна разбита. Все, что у них осталось, это фейковые новости и инфляция в 300%, которая продолжает расти. Иран только говорит и ничего не делает. Он больше не главный задира на Ближнем Востоке. Хвала Аллаху. Президент Дональд Трамп. Иран отверг заявление Дональда Трампа о контроле США над Ормузским проливом, пишет Аль-Джазира. Секретарь Высшего совета национальной безопасности Мохсен Резаи заявил, что Тегеран не откроет этот морской путь, пока Вашингтон не изменит свою политику и не примет условия Ирана. Среди требований – прекращение блокады иранских портов, снятие санкций, разморозка активов и прекращение боевых действий в регионе. Иран также утверждает, что обсуждает будущее пролива только с Оманом и не ведет прямых переговоров с США. Судоходство через Ормуз тем временем остается резко ограниченным. Саудовская Аравия готовится официально объявить о создании морской оборонной коалиции в Красном море. На этой неделе в Джиде запланированы новые встречи участников. К инициативе уже присоединились 14 стран региона. Так Эр-Рияд пытается защитить судоходство и одновременно избежать прямого участия в большой войне. Европейские государства пока решают, вступать ли в коалицию. Они опасаются оказаться втянутыми в конфликт в Йемене. Еще одним элементом новой системы безопасности стал оборонный пакт Саудовской Аравии, Турции и Пакистана. Его подписали в Мекке 7 августа. Соглашение сравнивают с 5-й статьей Устава НАТО, но автоматического вступления в войну оно не предусматривает. Решения о помощи будут принимать после консультаций. Я воспринимаю этот пакт и эту коалицию как постепенное приближение, если угодно, к завершающему этапу политики деэскалации, точнее, политики сдерживания, а затем уже обороны. Я не считаю, как некоторые аналитики или СМИ, что эти страны готовятся совместно наносить удары, по крайней мере, открыто. Не думаю, что какая-либо из 3 стран заинтересована в крайнем сценарии, например, в военном ответе на атаку со стороны этих вооруженных группировок. Это не означает, что страны не будут сотрудничать или что определенные действия не будут проводиться тайно. Но пока эта система еще находится в стадии формирования. Главное, как именно этот пакт будет работать, как страны договорятся о масштабе его действия, вкладе каждой страны и его задачах. Именно от этого будет зависеть результат. Угрозы для королевства усилились после того, как йеменские хуситы прекратили 4-летнее перемирие, объявили морскую блокаду и атаковали саудовские нефтяные объекты и суда. Недавно Саудовская Аравия вместе с США нанесла удары по иракским вооруженным группировкам, которых обвинили в нападениях на королевство. Это стал первый официально объявленный ответ Эр-Рияда с начала войны. При этом Саудовская Аравия старается не выглядеть союзником США и Израиля в конфликте. Новые оборонные объединения должны сдержать возможные атаки и позволить королевству не втягиваться в прямое военное противостояние.
сирийском порту Тартус приняли первые суда у причала, которые ранее использовали российские военные. Они доставили пшеницу и материалы для производства цемента. Это произошло после соглашения Дамаска и Москвы о будущем российских объектов в Сирии. Гражданская часть порта Тартус и аэродром Хмеймим переходят под управление сирийской стороны. Военные объекты планируют использовать как совместные учебные центры. Вчера мы начали работать на 4-м причале, после того, как управление эксплуатацией приняло его под свой контроль. Работа началась сразу. Мы одно за другим приняли 2 судна, поставили их к причалу и приступили к разгрузке. Стратегическая важность этого причала связана прежде всего с длиной его морского фронта — 630 метров. Это позволяет одновременно принимать и обслуживать до 3 крупных судов. Еще одно важное преимущество — складские площадки, расположенные прямо напротив причала. Это повышает эффективность работы. Ввод причала в эксплуатацию позволит сократить время ожидания судов на рейде, повысить производительность порта и улучшить качество обслуживания. Ввод в эксплуатацию 4-го причала вместе с расположенным рядом 5-м причалом увеличил пропускную способность порта. Ранее работы велись только на причалах с 7 по 22. Теперь причалы с 4 по 7 также находятся под контролем управления эксплуатацией. Мы можем принимать суда и проводить погрузочно-разгрузочные работы на всей территории порта. Корреспонденты Reuters заметили, как российские военные вывозили имущество из здания возле причала на другой объект неподалеку. При этом часть российских сил, как ожидается, останется в Сирии. Переговоры о судьбе баз продолжались 1,5 года. После падения режима Башара Асада и его бегства в Россию. База в Тартусе была единственным российским пунктом ремонта и снабжения военных кораблей в Средиземном море. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливит покинет должности в конце августа. Об этом сообщил Дональд Трамп. Причиной ухода он назвал желание Ливит проводить больше времени с семьей и маленькими детьми. Наша замечательная пресс-секретарь Белого дома и одна из моих самых доверенных помощниц Кэролайн Ливит покинет свой пост в конце месяца, чтобы проводить больше времени со своими маленькими детьми и семьей. Я полностью понимаю и уважаю это решение. Теперь Кэролайн станет одним из моих главных внешних советников и влиятельным голосом в республиканской партии. Вместе мы постараемся пойти наперекор истории и одержать убедительную победу на промежуточных выборах. Кэролайн проявила себя как настоящий лидер в Белом доме и с 2018 года проделала выдающуюся работу, отстаивая справедливость, свободу и права граждан, в том числе во время нашей исторической кампании по переизбранию в 2024 году. Кэролайн была одним из лучших пресс-секретарей Белого дома за всю историю этой должности. Спасибо, Кэролайн, за прекрасно выполненную работу. Президент Дональд Трамп. После отставки Кэролайн Левит продолжит сотрудничать с Трампом как внешний советник и будет участвовать в работе республиканской партии перед промежуточными выборами. Также она заявила, что 1,5 года в должности стали для нее честью и главным приключением в жизни. Кэролайн Левит работала в предвыборном штабе Трампа в 2024 году, а затем представляла его переходную команду. Левит стала самым молодым пресс-секретарем Белого дома в истории США. Госдепартамент США за месяц аннулировал более 600 виз в рамках борьбы с так называемым родильным туризмом. Об этом сообщил госсекретарь Марко Рубио. Американское гражданство не продается. Однако разветвленные сети родильного туризма наживаются на злоупотреблении американскими законами. Они учат иностранцев обманывать визовую систему США, организуют поездки и проживание и даже подделывают документы. Все для того, чтобы дети иностранных граждан получили американское гражданство. Госдепартамент создал специальную группу по борьбе с родильным туризмом. Она проверяет действия владельцев виз, выявляет незаконные сети и пресекает нарушения американских законов. Всего за месяц эта группа добилась аннулирования более 600 виз, выданных иностранцам по всему миру, и продолжит бороться с подобными злоупотреблениями. Госдепартамент будет использовать все доступные средства, чтобы ликвидировать сети родильного туризма и защитить американское гражданство от злоупотреблений. Специальная группа проверяет владельцев виз и выявляет посредников, которые помогают иностранцам приехать в Соединенные Штаты специально для рождения ребенка. По данным американских властей, такие сети могут подделывать документы и скрывать настоящую цель поездки. Рожденный в США ребенок по общему правилу получает американское гражданство. 6 августа Дональд Трамп подписал 2 указа, которые усиливают борьбу с подобными схемами и вновь пытаются ограничить гражданство по рождению. Однако в июне Верховный суд подтвердил, дети иностранцев, родившиеся на территории США, защищены 14-й поправкой. Новые указы уже оспаривают в суде. Украина заявила о поражении сразу нескольких российских военных кораблей в порту Новороссийска. Среди них фрегаты «Адмирал Эссен» и «Адмирал Макаров», способные запускать крылатые ракеты «Калибр». По данным украинской разведки,
Также был атакован патрульный корабль проекта 222-160. Владимир Зеленский сообщил, что повреждения получили также большой десантный корабль, корвет и другие суда. Россия перебазировала значительную часть Черноморского флота в Новороссийск после серии украинских ударов по объектам в оккупированном Крыму. Атака была комбинированной. По словам украинской стороны, одновременно применялись ракеты, воздушные и морские беспилотники. Под удар также попали причалы военно-морской базы, радиолокационная станция комплекса С-300 и инфраструктура подразделений российских подводных лодок. Сообщается и о повреждениях нефтебазы «Грушевая», нефтеналивного терминала «Шесхарис» и зернового терминала НКХП. Два крупных зерновых терминала временно остановили работу. На отдельных спутниковых снимках видны следы пожаров и повреждения портовой инфраструктуры. Точные масштабы ущерба и состояние российских кораблей пока независимо не подтверждены. Российские власти об их повреждении не сообщали. 65 лет назад Берлин разделила стена, ставшая одним из главных символов холодной войны. В память об этой дате у Бранденбургских ворот откроют выставку и специальную инсталляцию. Строительство стены началось 13 августа 1961 года. Сначала границу между восточной и западной частями города перекрыли колючей проволокой. Затем появились бетонные заграждения, сторожевые башни, минные поля и вооруженные патрули. Власти ГДР построили стену, чтобы остановить массовый отъезд жителей на запад. Со дна 1949 по 1961 год Восточную Германию покинули около 3 миллионов человек. По меньшей мере 136 человек погибли при попытке преодолеть стену. Большинство из них застрелили восточно-германские пограничники. Более 75 тысяч человек попали в тюрьмы за попытки покинуть ГДР. Около 5 тысяч смогли перебраться на другую сторону. Берлинская стена простояла более 28 лет. 9 ноября 1989 года власти ГДР смягчили правила выезда. Тысячи людей пришли к пограничным переходам, а затем начали разбирать стену. Сегодня ее сохранившиеся участки, сторожевые башни и линия бывшей границы на улицах напоминают о времени, когда Берлин был разделен надвое. Нынче один из самых известных фрагментов – галерея East Side Gallery, покрытая рисунками художников со всего мира. 13 августа исполняется 100 лет со дня рождения Фиделя Кастро, лидера кубинской революции, который почти полвека управлял страной. В 1959 году его повстанцы свергли режим Фульхенсио Батисты. После этого Куба стала первым коммунистическим государством в западном полушарии и одним из главных союзников Советского Союза. Жесткое противостояние Кастро с Вашингтоном продолжалось десятилетиями. Он пережил высадку поддержанных ЦРУ противников режима в заливе Свиней, многочисленные попытки покушения и длительные американские санкции. Сторонники Кастро считают его символом независимости и сопротивления США. Критики обвиняют его в создании авторитарной системы, политических репрессиях и ограничении свобод. Из-за проблем со здоровьем он передал власть своему брату Раулю. Фидель Кастро умер в 2016 году в возрасте 90 лет. Колумбия вошла в американскую коалицию по борьбе с наркокартелями. Об этом заявил министр обороны США Пит Хексет на встрече союзников в Панама-Сити. Решение принято после инаугурации консервативного президента Колумбии на прошлой неделе. Хексет также призвал страны-участницы выйти из Международного уголовного суда, обвинив его в посягательстве на национальный суверенитет. Я хочу поблагодарить Эквадор за лидерство в регионе. Он стал первым участником американской коалиции по борьбе с картелями, который вместе с Соединенными Штатами провел совместную боевую операцию против наркотеррористов на территории Эквадора. Я также хочу отметить Гондурас и Гватемалу, пригласившие Соединенные Штаты участвовать в совместных операциях против наркотеррористов в этих странах. Благодаря вашей смелости и решимости, ваши народы уже живут в большей безопасности и пользуются большей свободой. Мы с нетерпением ждем продолжения совместной работы по уничтожению преступников. Кроме того, я хочу поблагодарить Ямайку за сотрудничество с Министерством войны в создании нового военного партнерства, призванного нанести сокрушительный удар по наркотеррористам, использующим маршруты через Карибский бассейн. Это партнерство навсегда изменит обстановку в сфере безопасности в Карибском регионе. И, наконец, я с гордостью объявляю, что Колумбия присоединится к американской коалиции по борьбе с картелями и станет ее 19-м участником. При новом президенте, которого наш президент любит называть президентом Эль Тигре, Колумбия уже обратилась к Министерству войны с просьбой присоединиться к борьбе с наркотерроризмом. Она разрешила проведение совместных военных операций по уничтожению террористов и террористических сетей. Большое спасибо. Мы никогда не откажемся от своего безусловного права защищаться от угроз безопасности и гражданам, как моей страны, так и ваших стран. Мы подотчетны только собственным гражданам и собственным конституциям, а не неизбранным международным чиновникам. Поэтому я настоятельно призываю всех участников американской коалиции по борьбе с картелями выйти из Международного уголовного суда и отвергнуть его попытки лишить ваше правительство и суды суверенитета.
Как военнослужащий я присягал Конституции, а не какому-то фиктивному и нелегитимному международному суду. Справедливости ради, я понимаю, вы, ваши страны и ваши вооруженные силы можете ощущать себя так, словно вас резко бросило в другую сторону. Ведь всего 18 месяцев назад прежняя американская администрация Джо Байдена и особенно прежнее руководство Южного командования выступала перед вами и продвигала такие приоритеты, как гендерная повестка, программа «Женщины», «Мир и безопасность», изменение климата или разнообразие. Мужики в платьях, я уже говорил это прежде. Министерство войны покончило с этой чепухой. На несколько минут день сменился почти полной темнотой. Миллионы людей по всей Европе наблюдали за солнечным затмением. Первым полным затмением в Западной Европе за последние 27 лет. Редкое явление происходит, когда Луна оказывается между Землей и Солнцем и закрывает солнечный диск. Полное затмение можно увидеть только в узкой полосе, по которой проходит лунная тень. В соседних районах Солнце скрывается лишь частично. На этот раз полоса полного затмения прошла через Исландию, север Испании и Балиарские острова. В Рейкьявике тысячи людей собрались у церкви Хадельгримскирки. Несмотря на плотные облака, около 6 часов вечера небо быстро потемнело, и толпа встретила этот момент аплодисментами и криками. Очки для наблюдения за затмением в исландской столице раскупили за несколько дней. В страну с населением около 400 тысяч человек могли приехать до 80 тысяч туристов. Затем лунная тень пересекла Северную Атлантику и достигла Испании. В городе Ария полная фаза наступила незадолго до половины 9 вечера. Люди наблюдали, как Луна полностью закрыла Солнце, оставив вокруг него яркое сияние короны. Похожую картину видели у обсерватории Хаваламбры. Там на несколько минут стало темно, а собравшиеся встретили затмение овациями. В обсерватории ЕБЭС явления снимали через телескопы с разными фильтрами. Один позволил рассмотреть поверхность Солнца, другой — детали его внешних слоев. Одни из самых зрелищных кадров получились на Майорке. На острове затмение было видно над морем незадолго до заката. Испанские власти ожидали до 6 миллионов посетителей в районах, через которые проходила полоса полной фазы. Людей просили не заезжать в закрытые природные зоны. Из-за жары там сохранялась высокая опасность пожаров. В других странах Европы затмение было частичным. В Лондоне люди собрались у Тауэрского моста и наблюдали за Солнцем через специальные очки и самодельные защитные устройства. На Атлантическом побережье Франции зрители выстроились вдоль пляжей. Многие аплодировали, когда Луна закрыла часть заходящего Солнца. В итальянском Фригене, недалеко от Рима, максимальная фаза наступила около 8 вечера. Луна скрыла почти 70% солнечного диска, хотя наблюдателям мешали облака и небольшой дождь. За явлением также следили в Варшаве и на польском побережье Балтийского моря. Люди собирались на мостах, набережных и пирсах, провожая частично закрытое солнце за горизонт. Частичное затмение можно было увидеть также на северо-западе Африки, в большей части Канады и на севере Соединенных Штатов. Правительство Венгрии решило построить донный порог на Дунае, чтобы поднять уровень воды и обеспечить охлаждение атомной электростанции Пакш. Об этом сообщил премьер-министр Петр Мадьяр. Строительство начнется немедленно при участии военных. Стоимость работ составит около 6 миллиардов форинтов, примерно 19 миллионов долларов. Кроме того, власти готовятся при необходимости затопить 2 80-метровые баржи. Это рассматривается как временная мера на случай дальнейшего снижения уровня воды, который сейчас остается критически низким. После сегодняшней поездки на объект правительства, следуя единогласной рекомендации специалистов в области водных ресурсов, энергетики и обороны, решила немедленно начать строительство донного порога между двумя берегами Дуная, между атомной электростанцией Пакш и городом Дунасент-Бенедек. Для этого сначала используют 35 тысяч, а затем 110 тысяч кубометров камня. При необходимости мы готовы временно поднять уровень воды в Дунае на величину до 20 сантиметров с помощью контролируемого затопления этих двух барж. Это позволит избежать полной остановки АЭС Пакш до завершения строительства постоянного донного порога. Уровень воды по всей длине Дуная критически низкий. В ближайшие дни и недели в бассейне реки не ожидается значительных осадков. Это означает, что проблема может сохраняться месяцами. Исторические данные показывают, что осенью уровень воды может снизиться еще сильнее, цена будет высокой. Как я уже говорил, полная остановка АЭС Пакш будет обходиться венгерскому бюджету как минимум в 50 миллиардов форинтов в месяц и поставит экономику страны и наши предприятия в крайне сложное положение. Рекордно низкий уровень воды в Рейне угрожает работе крупнейшего речного порта Европы. Суда пока могут доходить до терминалов Дуйсбурга, однако выше по течению, в районе Кёльна и Кобленца, движение уже сильно ограничено. Из-за мелководья корабли приходится загружать не полностью. Они перевозят меньше товаров, поэтому для прежнего объема грузов требуется больше рейсов. Транспортные компании также используют небольшие и легкие суда. Часть контейнеров перегружают на поезда и грузовики. Но железные и автомобильные дороги тоже приближаются к пределу своих возможностей, а перевозчикам не хватает водителей. В порту предупреждают,
Ситуация близка к критической, и дальнейшее падение уровня воды может остановить перевозки. Ситуация, безусловно, очень сложная. Сейчас уровень воды в Рейне и в самом порту опустился до рекордно низких значений. Это создает серьезные проблемы, которые нам приходится решать. Сейчас трудно назвать точные цифры, но задействовано все, что возможно. Железная дорога уже приближается к пределу своих возможностей. Такая же ситуация и на автодорогах. Их пропускная способность тоже ограничена, к тому же не хватает водителей грузовиков. Мы уже почти дошли до точки, после которой все может остановиться. Сейчас трудно делать долгосрочные прогнозы. Вероятно, облегчение наступит только в середине или конце сентября, когда ожидается значительно больше осадков. Улучшения ожидают не раньше середины или конца сентября, когда в Германии могут начаться продолжительные дожди. Пока же синоптики прогнозируют жару до 35 градусов и почти полное отсутствие осадков. Остатки тайфуна «Дальфин» принесли сильные ливни и наводнения в центральные районы Китая. В городе Лохэ вода затопила улицы и жилые кварталы. Людям приходится передвигаться по воде, многие магазины и автозаправки закрыты. Движение транспорта затруднено. Жители заранее оставляют машины на возвышенностях. По их словам, некоторые низинные кварталы затапливает почти после каждого сильного дождя, а вода может доходить до первых этажей домов. Там, где она уже начала отступать, коммунальные службы расчищают улицы. Сложная ситуация и в других городах провинции Хэнань. В Юйчжоу спасатели сняли с дерева человека, которого унес внезапный поток. В Чжэньчжоу аварийные бригады круглосуточно откачивают воду с дорог. Власти повысили уровень экстренного реагирования в провинции. «Дальфин» — самый мощный тайфун, достигший Китая в этом году. Он вышел на сушу 9 августа в провинции Чжэцян и уже ослаб, однако продолжает приносить влажный тропический воздух вглубь страны. Угроза новых подтоплений сохраняется. Извержение Этны вновь нарушило авиасообщение на Сицилии в разгар туристического сезона. Из-за выбросов вулканического пепла аэропорт Катании в среду приостановил прием и отправку самолетов. Ограничения продлили как минимум до вечера. Пассажиров призвали уточнять статус рейсов у авиакомпаний. Последствия извержения ощутили и на соседней Мальте. Пепел отнесло на юг через Средиземное море, что привело к отменам и значительным задержкам рейсов. Этна — самый высокий и один из наиболее активных вулканов Европы. Его извержения регулярно влияют на работу аэропорта Катании, главных воздушных ворот Сицилии. Редкую морскую черепаху по имени Росси вернули из Великобритании в США. Она преодолела на самолете около 8000 километров. Черепаху Ридлея Кемпа нашли в декабре 2023 года на пляже в Уэльсе. Ее обнаружила местная собака по кличке Мэг. Росси был почти без сознания и едва не погиб от переохлаждения. Предположительно, течение Гольфстрим унесло его из Мексиканского залива через Атлантический океан. 2,5 года за черепахой ухаживали специалисты морского зоопарка Англси. Росси кормили живыми крабами, и за это время он заметно вырос и окреп. После возвращения в Техас черепаху осмотрели ветеринары Хьюстонского зоопарка. Они взяли анализы, сделали рентген и компьютерную томографию. Врачи говорят, что Росси хорошо плавает, ныряет и дышит, а внешних травм и признаков болезни у него нет. На снимках легких заметили возможные следы перенесенной пневмонии. Если результаты обследования не выявят серьезных проблем, 18 августа Росси выпустят в Мексиканский залив у побережья Южного Техаса. Этот вид морских черепах считается самым редким в мире и находится под угрозой исчезновения.